Приветствую всех! Сегодня я хочу представить обновление в мастерской. Новый фрезерный станок. Это настольный сверлильно-фрезерный станок китайского производства, который был заказан непосредственно из Китая у поставщика под торговой маркой Nuomo BAMS. Модель станка VM25L. Новый станок примерно в 2 раза превышает почти все основные параметры моего предыдущего станка калибр FSS-16/550, ссылка на обзор которого будет в описании. Данный станок можно отнести к классу продвинутых хоббийных станков, хотя это уже большой шаг вперед в плане конструкции и характеристик по сравнению с моим предыдущим станком. Станок произведен на фабрике Weiss и может поставляться по миру под разными торговыми марками местных или международных брендов. На данном заводе выпускаются и другие станки аналогичного размера с другими обозначениями модели. Также в Китае есть и другие фабрики, выпускающие аналогичные по размеру станки очень схожего дизайна и с похожими названиями моделей. Станок был заказан на AliExpress. Суммарно сроки доставки в Московскую область России составили около 3 месяцев. В процессе происходило много интересного, но в конце концов все закончилось в общем хорошо. Станок поставляется в фанерной коробке, полностью собранной, за исключением ручек-маховиков, которые необходимо прикрутить самостоятельно. В комплекте с станком поставляется 3-кулачковый сверлильный патрон с хвостовиком конус Морзе 3 с возможностью зажима сверл от 3 до 16 мм, комплект из 2 Т-болтов для прижима к Т-образным пазам рабочего стола, пустой масленкой, а также набором инструмента для обслуживания и наладки станка, который поставляется в небольшом пластиковом чемоданчике. Также в комплекте с станком идет инструкция на английском языке и лист с таблицей проверки точности данного станка. К нему мы вернемся немного позднее. Станок в основном изготовлен из чугуна и имеет массу 125 кг. Масса с транспортной упаковкой составляет 145 кг. Подключается станок к обычной бытовой электросети 220 вольт, оснащен шнуром длиной 1,7 метра. Управление электрической частью станка осуществляется с панели управления, вынесенной в отдельный корпус, оснащенными кнопками «Пуск-стоп», совмещенной с кнопкой аварийной остановки, регулятором скорости оборотов двигателя, индикатором скорости оборотов двигателя, переключателем направления вращения шпинделя и основной кнопкой аварийной остановки. Станок оснащен бесщеточным электродвигателем мощностью 1100 Вт. Данная модель станка имеет односкоростной привод с зубчатым ремнем с возможностью плавной регулировки оборотов потенциометром в пределах от 100 до 2250 оборотов в минуту. Шпиндель имеет конус Морзе 3 и укомплектован шомполом с резьбой М12 для затягивания инструмента в конус. Шпиндель оснащен упорным колпачком-гайкой, позволяющим выдавливать инструмент из конуса при откручивании шомпола, что позволяет извлекать инструмент, не прибегая к его выбиванию. Верхнюю часть шомпола закрывает съемный защитный пластиковый кожух. Размер рабочего стола составляет 700 на 180 мм. Стол имеет максимальный продольный ход 480 мм и поперечный ход 175 мм. Максимальное расстояние от стола до шпинделя составляет 300 мм. Ход пиноля шпинделя составляет 50 мм. Шпиндельная головка имеет возможность регулировки наклона на колонне в пределах плюс-минус 90 градусов, для чего имеется шкала с нанесенной разметкой. Фиксация шпиндельной головы осуществляется 4 болтами класса прочности 8,8. Ранее в этом узле на подобных станках использовались только 2 болта. Привод стола в продольном и поперечном направлении осуществляется вращением маховиков, оснащенных лимбами с разметкой цены деления в 0,05 мм, которые крутят приводные винты
с трапециидальной резьбой 16:2. Регулировка положения высоты шпиндельной головки также осуществляется меховиком, оснащенный лимбом с разметкой цены деления в 0,1 мм, который приводит винт с трапециидальной резьбой, расположенный внутри колонны, через угловой редуктор. Управление пенолью шпинделя осуществляется штурвалом, оснащенный лимбом с разметкой цены деления в 1 мм, и имеет возможность подключения маховика точной подачи, оснащенный лимбом с разметкой цены деления в 0,05 мм. Для точного контроля положения пеноля шпинделя имеется цифровая индикация с разрешением 0,01 мм, которая собрана на базе цифрового магнитного измерителя, аналогичного цифровым китайским штангенциркулям. Для грубого контроля за продольным и вертикальным перемещениями, а также положения пеноля шпинделя, станок оборудован шкалами линеек и стрелками указателей положения. Стол имеет Т-образные пазы шириной 12 мм для крепления оснастки и заготовок, для использования с Т-гайками или Т-болтами М10 или М12. Углубление станка имеет штуцер для подключения трубки отвода СОЖ. Обычно герметизация боковых крышек стола на заводе производится посадкой их на краску, что может вызывать вопросы относительно герметичности. В связи с чем перед началом использования СОЖ стоит произвести проверку и, возможно, дополнительную герметизацию с использованием герметиков. Также на переднем торце стола имеется клиновой Т-образный паз, в котором закреплены ограничители хода стола, при помощи которых можно ограничивать продольное перемещение в заданном интервале. Я думаю, что данный паз также можно будет использовать и для вспомогательного крепления оборудования и приспособлений при необходимости. Станок оснащен двойными рычагами с резьбой для фиксации перемещений в продольном, поперечном и вертикальном направлении, а также фиксации пеноли, обеспечивающие зажатие клинов направляющих для обеспечения большей жесткости станка. Регулировка самих клиньев направляющих осуществляется специальными винтами, установленных с обеих сторон клина, для обеспечения его продольного перемещения. Для защиты поперечных направляющих задней части стола и вертикальных направляющих колонны от стружки и загрязнений используется защита. На колонне она выполнена в виде гофры и сделана достаточно удачно. Полностью закрываю направляющие. Защита же задних направляющих стола, наоборот, выполнена из листовой резины и работает крайне неудовлетворительно. Для защиты оператора станок оборудован поворотным защитным экраном, который оснащен датчиком в виде концевого выключателя в поворотном основании, которое не дает включить станок, если защитное стекло находится в открытом положении. Станина имеет сквозные отверстия и должна быть закреплена к верстаку, на котором установлен станок, для обеспечения необходимой безопасности и жесткости при работе на станке. Производитель заявляет данный станок как сверлильно-фрезерный настольный, предназначенный для фрезеровальных, сверлильных и расточных работ с заготовками из металла и пластмасс. Станок рассчитан на повторно-кратковременный режим работы. Максимально допустимые параметры обработки, рекомендованные производителем при работе на станке. Максимальный диаметр сверления 25 мм, максимальный диаметр концевого фрезерования 16 мм, максимальный диаметр торцевого фрезерования 63 мм. Дополнительно для станка были заказаны поддон для сбора масла и СОЖ и педаль для управления станком для более удобного нарезания резьб. Поддон выполнен из листового металла методом штамповки и сварен на углах и имеет, судя по всему, порошковую окраску. На дне поддона имеется две группы отверстий, предназначенных, видимо, для совместимости с разными, в том числе по размеру, моделями фрезерных станков данного производителя. Педаль представляет из себя концевой выключатель, выполненный в промышленном форм-факторе, обеспечивающим необходимую надежность при ее использовании. И ее конструкция ощущается весьма надежной. Предназначена педаль для мгновенного изменения направления вращения шпинделя при нарезании резьбы. Управление станком устроено таким образом, что моментальное изменение направления вращения с панели управления станка невозможно. При попытке изменить направление соответствующим переключателем станок полностью отключится магнитным пускателем, и для повторного включения потребуется перезапустить магнитный пускатель кнопкой «Пуск».
Предполагаю, что это сделано, дабы обезопасить пользователя от случайного включения реверса на больших оборотах. К сожалению, такая логика работы совершенно не подойдет при нарезании резьб в некотором количестве отверстий, для чего и была сделана данная педаль. Работа с педалью выглядит следующим образом. Станок включается на вращение против часовой стрелки для выкручивания метчика. Запускается вращение и настраивается его скорость, подходящая для данной операции. При нажатии на педаль происходит мгновенное изменение направления вращения на противоположную, то есть по часовой стрелке. Метчик пенолью подается в отверстие. После того, как резьба нарезана, вы отпускаете педаль и происходит выкручивание метчика из отверстия. Такая нехитрая, в общем-то, схема позволяет весьма удобно нарезать резьбы в массе отверстий. Теперь вернемся к листу проверки точности данного станка. На данном листе описано 6 основных пунктов, по которым на заводе изготовители проверяли станок. Некоторые пункты предполагают измерения в двух плоскостях. На пиктограммах показывается метод измерения. Также указывается допуск по данным измерениям. От руки вписаны значения, которые были получены при проверке станка. Изучив данную таблицу, я хочу заметить, что она по перечню и методике измерений схожа с ГОСТовскими нормами точности для фрезерных станков. Отличия в допусках, которые хуже, чем аналогичны для станков класса точности N, что примерно обозначает станки с нормальной обычной точностью. И китайский перечень необходимых измерений сильно сокращен. Теперь по порядку. Я постараюсь произвести поверхностные измерения по каждому пункту, во всяком случае по всем, для которых у меня найдется соответствующее измерительное приспособление и оснастка. Первый пункт – это плоскостность стола. В советской интерпретации это звучит как прямолинейность рабочей поверхности стола в продольном и поперечном сечении. Китайские допуски указывают на возможную неровность 0,04 мм на 500 мм измерения. По советским ГОСТам допускается 25 тысячных на 400-600 мм измерений, и выпуклость поверхности стола не допускается. Замеры, сделанные производителем, указывают на 0,03 мм неровности стола. Для проведения данного измерения нам потребуется 2 равных по толщине плитки КМД, которые мы укладываем на стол и размещаем на них поверхностную линейку, в данном случае ШАД-1000 второго класса точности. В качестве измерителя будет взят индикатор с разрешением 1 микрон, установленный на штатив ползушку. Проведенные мной измерения показали среднее отклонение в 0,04 на 540 мм измерений, что превышает измерения, сделанные на заводе, и выходит за рамки ГОСТовских допусков для этого параметра. Небольшое дополнение. Проведенное мной измерение немного меня смущало, в связи с тем, что все-таки я использовал не самый подходящий штатив для микронного индикатора. На тот момент другого под рукой попросту не было. При разборке станка я решил произвести данное измерение другим возможным способом. Линейка также укладывается на 2 равных плитки КМД, но проверяется величина зазора между линейкой и столом путем подсовывания плиток КМД разной толщины в зазор для определения его величины. Я воспользовался плитками КМД в 1,25 мм. Равная по толщине плитка входит под линейку в натяг. Плитка нигде не входит свободно, что может говорить о том, что зазор не увеличивается более чем на 0,01 мм. Для контроля я взял плитку в 1,26 мм, то есть на 0,01 больше. Она не прошла в зазор нигде. Судя по этому, неровности поверхности каждой половины стола не превышает 0,01 мм. Возможно, есть отклонение между половинами стола. Я перепроверю это позднее, когда получу более качественную стойку для индикатора. Второй пункт – это параллельность Т-слота передвижению стола. В советском ГОСТе это называется прямолинейность направляющего паза. Китайские допуски указывают не более 0,05 мм на 500 мм измерений. Советские ГОСТы более строгие и указывают на 16 тысячных мм на 400-600 мм измерений. Замеры производителя показывали 0,04. Для проведения данного измерения потребуется 2 набора плиток КМД, подобранных таким образом, чтобы они плотно вставлялись в центральный Т-паз.
В упор к плоскости этих плиток упирается поверхностная линейка. В данном случае Шапет 400 первого класса точности. Индикатор на магнитном штативе устанавливается на неподвижную часть станка и производится замер продольным перемещением стола. Который показал 0,08 мм, что значительно превышает заводские измерения и выходит за любые допуски. Результаты неудивительны. Если посмотреть на боковые опорные стенки слота, мы увидим, что они не шлифованные и даже не фрезерованные, они окрашены. Поэтому ожидать точного позиционирования от этого слота не приходится. Третий пункт – это параллельность стола к движению стола в продольном А и поперечном Б направлениях. В ГОСТе это звучит как прямолинейность и параллельность траектории перемещения стола относительно его рабочей поверхности. Китайские допуски составляют не более 0,02 на 200 мм измерений. Советские ГОСТы указывают не более 0,02 на 400 мм измерений. Заявленные производителем измерения показали 0,02 для А и 0,05 для измерения Б. Для проведения данного измерения потребуются две равные плитки КНД и поверочная линейка Шапет 400. В качестве измерителя я возьму индикатор с разрешением 2 микрона в магнитном штативе, который будет закреплен на неподвижную часть станка. Измерение производится с перемещением стола в двух плоскостях. Измерения показали отклонение в 2,4 для А и в 0,03 для Б, что немного превышает заводские измерения и выходит за рамки допусков, также и превосходит допуски по ГОСТу. Четвертый пункт – это биение шпинделя в отверстии А и на расстоянии 300 мм Б. В ГОСТе этот пункт называется как радиальное биение конического отверстия фрезерного шпинделя. Китайские допуски составляют 1/100 для А и 0,02 на 150 мм для Б. В советских ГОСТах значатся допуски в 1/100 для А и 0,12 на 150 мм для Б. Заводские измерения указывают на биение в 1/100 для А и 0,15 для Б. К сожалению, я смогу произвести данное измерение только частично, в связи с тем, что не располагаю поверочной оправкой с конусом Морзе 3 для замера биения на расстоянии от шпинделя, к ровности которой у меня нет сомнений. Поэтому измерения будут производить только в самом конусе шпинделя. Для этого нам потребуется рычажный индикатор с разрешением 2 микрона, который будет закреплен в магнитном штативе под шпинделем. Измерения показали биение внутренней поверхности конуса шпинделя в 0,01 мм, что соответствует заводским измерениям и укладывается как в китайские, так и в ГОСТовские допуски. Пятый пункт – перпендикулярность продольного и поперечного перемещения стола. В советском ГОСТе этот пункт называется как перпендикулярность поперечного перемещения стола к направлению его продольного перемещения. Допуски производителя для данного параметра составляют 0,02 на 200 мм измерений. Судя по ГОСТу, эти значения должны укладываться в 1,06 для 250 мм. По заверениям производителя, станок демонстрирует отклонение в 0,01 мм. Для данного измерения нам потребуется поверочный угольник. Я воспользуюсь гранитным поверочным угольником китайского производства, заявленным производителем как класса точности 0,0. Я в этом немного сомневаюсь, но допущу, что он укладывается в нулевой класс точности.
Размещаем угольник на столе таким образом, чтобы по одной из сторон перемещения показания по индикатору были равны нулю. После очень аккуратно переставляем индикатор на перпендикулярную поверхность угольника и обкатываем ее, выясняя отклонение осей от угла в 90 градусов друг к другу. Измерения показали неперпендикулярность менее 0,01 мм, что соответствует заводским замерам и укладывается во все допуски. Шестое измерение. Перпендикулярность оси шпинделя к столу А по оси X вправо и лево и Б по оси Y вперед-назад. В советском ГОСТе название гласит: перпендикулярность оси вращения вертикального фрезерного шпинделя рабочей поверхности стола в плоскостях параллельной и перпендикулярной к продольному перемещению стола. Допуски производителя равны 0,05 мм на 200 мм измерений. ГОСТовские допуски равняются 12 тысячным на 150 мм измерений. Заводские замеры обещают нам 1/100 для А и 0,02 для измерения Б. Фактически измерение А само по себе без дополнительных измерений бессмысленно, так как любые отклонения могут быть легко компенсированы как регулировкой наклона самой колонны, так и поворотом шпиндельной головы. Для измерений нам потребуется две равные по толщине плитки КМД, поверочная линейка ШП-400 и коленчатая правка с двумя установленными в нее индикаторами с разрешением 0,01 мм. Измерения показали 0,01 мм на 160 мм измерений как для А, так и для параметра Б, что соответствует заводским измерениям и укладывается во все допуски. Но без проведения дополнительных измерений понять относительную ровность станка в части геометрии реального положения колонны и перемещения по ней шпиндельной головы, а также перемещения пеноли шпинделя невозможно. И в этой части китайские производители, видимо, намеренно упростили себе жизнь. Я сделал предварительные измерения и понял, что с геометрией станка есть проблемы. И я их продемонстрирую в следующих измерениях. Предлагаю провести еще 3 дополнительных измерения, которые, на мой непрофессиональный взгляд, позволят выявить возможную проблему с геометрией станка. Седьмое измерение. Перпендикулярность рабочей поверхности стола к траектории вертикального перемещения ползуна шпиндельной головы в продольной А и поперечной Б плоскости. Допуски по ГОСТу равняются 0,02 мм на 250 мм измерений. Этот замер покажет реальное положение колонны и передвижение по ней шпиндельной головы в пространстве относительно стола. Для измерений нам потребуется гранитный поверочный угольник, который будет установлен вертикально. А в качестве измерителя воспользуемся индикатором на магнитном штативе, который будет закреплен или на ползушке, или на самой шпиндельной голове. Обкатываем угольник в 2 плоскостях, двигая голову вертикально. И получаем результаты отклонения осей о перпендикулярности в 90 градусов к столу. Замеры показали 0,04 мм для плоскости А и 0,01 для плоскости Б.
Как мы видим из этого измерения, колонна установлена не совсем перпендикулярно. И по параметру А выходит за допуски. 8 измерение. Это измерение аналогично предыдущему, только в качестве места крепления индикатора будет взята не ползушка головы, а пеноль шпинделя, дабы установить неперпендикулярность ее вертикального движения к поверхности рабочего стола в двух плоскостях. Допуски по ГОСТу допускают отклонение до 0,02 мм. Замеры показали 15 соток для А и 35 соток для плоскости Б, что выходит за все разумные и возможные рамки и потребует дополнительного изучения. 9 измерение. Проверка радиального зазора в подшипниках шпинделя. Мне не удалось найти вменяемого норматива для данного измерения, поэтому провожу его для сравнения результата в дальнейшем после ревизии шпинделя и пеноли. Для измерения закрепим индикатор с магнитным штативом на внешней части пеноли шпинделя, а измерительный шток индикатора упрем в контрольную оправку, установленную в шпинделе, и приложим усилие примерно равное 10 кг. Получившееся отклонение говорит нам о качестве установленных подшипников и зазорах в них. Измерения показали зазор от 1 до 1,5 мм. Теперь несколько слов о первых впечатлениях от данного станка. Качество изготовления станка среднее, есть явные косяки. Что понравилось? Станок достаточно тихий. Это связано как с использованием ременного привода вместо шестеренчатой коробки передач, так и с жесткостью станка. При обработке сталей станок производит существенно меньше шума по сравнению с малышом 16 размера, бывшим первым вертикально-фрезерным станком в мастерской. Большой стол с достаточно большими ходами. Теперь, что не понравилось. Явно прослеживается непостоянство качества. Некоторый крепеж закручен кое-как наперекосяк. Некоторые пазы отфрезерованы с явным смещением. И вообще создается впечатление, что пытались сделать красиво, но неровно. Не понравились лишние звуки, доносящиеся из ременного привода, которые слышны на малых оборотах. Звук явно производит зубчатый ремень. Осталось понять, в чем причина. Не понравилось отсутствие ограничителя глубины хода пеноли для удобства сверления множества отверстий на одну глубину. Не понравились отклонения при перемещении пеноли. И с этим придется серьезно разбираться. Не понравилось полное отсутствие системы смазки станка. Притом в инструкции по эксплуатации американской версии этого станка указаны всего 2 точки смазки в виде масленок на вертикально направляющей оси Z шпиндельной головы. Но, судя по всему, производитель или заказчик решили сэкономить и не делать эти масленки, сократив таким образом ряд операций при производстве станка. Не понравилась геометрия станка, отклонения которой превышают заявленные значения для станков этой модели, и это потребует также серьезного внимания. Не понравилась работа бесколлекторного привода на самом нижнем конце регулировки оборотов шпинделя. Вращение нестабильно и явно недоработана электронная регулировка оборотов двигателя. Не понравилась реализация крепления колонны. Этот узел не имеет никакой регулировки и также затрудняет установку штифтов в дальнейшем. Резюмируя впечатление от станка, если привести все его параметры в соответствии хотя бы с заявленным по спецификации, он будет представлять собой приличный настольно-сверлильно-фрезерный станок продвинутого хоббийного класса. Но для этого придется устроить станку полную ревизию. Будут полностью заново перешабрены направляющие и выведена геометрия всех сопряжений. Будет разобран шпиндель и, вероятно, заменены все подшипники на более качественные. Также, возможно, для шпинделя будут заказываться какие-то новые детали. Также на станке будет реализован целый список переделок, доделок и усовершенствований, которые должны улучшить характеристики и удобство работы на станке. И все это потребует достаточно много времени. Зритель может задаться вопросом, зачем покупать станок, который еще долго придется дорабатывать напильником, чтобы он начал работать нормально.
Для меня ответ очевиден. Во-первых, станок из коробки удовлетворяет по желанию большинства его покупателей в плане точности, жесткости и удобства работы. Мне же уже хочется чуть больше. Купить что-то годное сразу из коробки настольного класса, отвечающее всем требованиям-хотелкам и соответствующее станкам класса N, мне видится невозможным. На рынке есть и другие станки по цене вдвое превышающие этот, но у меня нет уверенности, что они решены схожих болезней и проблем. Ну а меня ожидает много работы впереди, а вас много роликов о переделках и доработках данного станка. Спасибо, что вы были со мной и досмотрели этот ролик до конца. Я буду благодарен, если вы подпишетесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Ссылка на AliExpress, где был приобретен данный станок, как всегда по традиции, будет в описании. Всего вам доброго и до новых встреч.